Новый начальник белорусского генштаба. Штурм Одессы и Саакашвили проигрывает в суде. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Россия перебрасывает войска в Беларусь. Там меняется глава генштаба и приезжает Путин. Все в один момент. Вы знаете, я не терплю вранья. Черноморский флот РФ, скорее всего, перестал существовать. Но это не точно. Кораблей общее количество уменьшается. Оперативная зона сузилась до бухты Новороссийска. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская жалуется на обыски в Беларуси из-за старта своей политической карьеры. У меня трясутся руки от этой информации, а все потому, что я хочу свободы для своей страны. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте про комментарии и не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Также важно не забывать про кнопочку «Супер спасибо», нажав которую можно нас поддержать. Поехали. В Беларуси меняют начальника генштаба. Пресс-служба Лукашенко сначала попыталась даже поддержать интригу, но тут особо не поинтригуешь. Виктор Гулевич был уволен 10 мая, а в канале Пул-1 написали загадочно, якобы сохраняя интригу, и потом сдались. Новым начальником генштаба войск Республики Беларусь стал Павел Муравейко, который, к примеру, в октябре 2023 года заявлял, что, цитирую, «Беларусь имеет право прорубить коридор в Литву силой оружия». Конец цитаты. Политик Павел Латушко называл Муравейко вместе с генералом Александром Вольфовичем российским лобби в белорусском силовом блоке. Вы знаете, я не терплю вранья. Это бесполезно. Рано или поздно все это всплывет. В Беларуси это невозможно. Приукрасить обстановку, еще чего-то. Поэтому давайте нацелимся на то, что мы будем развивать вооруженные силы, так как это мы делали до сих пор. Изучаю все, что происходит вокруг, особенно то, что происходит, к сожалению, в Украине. Но это тоже для нас урок серьезный. Мы должны видеть, какая современная война. Мы уже для себя выводы определенные сделали. Мы поняли, что такое мины и минное заграждение. То, что мы хотели по указке Запада когда-то уничтожить, слава Богу, сохранили. Мы знаем, что такое контрбатарейная борьба. И особенно понимаем, что в современных условиях без беспилотных летательных аппаратов. И Путин прибывает в Беларусь с двухдневным визитом по случайному совпадению. К тому же учения российских и белорусских войск по подготовке к применению нестратегических ядерных сил начались несколько дней назад. Идет тренировка пунктов управления и личного состава по снаряжению, подготовке и практическому применению нестратегического ядерного оружия, при всем всех типов, начиная от ракет оперативно-тактического уровня, авиационных ядерных боеприпасов, ядерных боеприпасов, которые на тяжелых реактивных системах залпового огня, а также ядерных артиллерийских боеприпасов, которые у нас есть для калибра 152, 203 мм и для 240 миллиметрового миномета. Есть еще инженерный ядерный боеприпас, но это в обороне. Череда совпадений, а вместе с тем мы уже говорили о том, что белорусские железные дороги, как минимум, а как максимум места размещения личного состава, готовятся к перебрасыванию российских вооруженных сил. Но чем чаще в медиа появляется информация про вероятную переброску сил, тем меньше верится в такую переброску. Про цели группировки, создания которой могут готовить ВС РФ и Беларуси, мы спросили у военного аналитика группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко. Мы не наблюдали концентрацию на территории Беларуси, которую можно было бы назвать, опять-таки, очередной ударной группировкой. Были совместные учения с российскими войсками у белорусских войск. Были размещения на полигонах Беларуси, мобилизованных из России, которые проходили подготовку. Было размещение на территории Беларуси ЧВК «Вагнер». Чего только не было. Но полноценно формирование большой ударной группировки после бегства в 22 году с Северного плацдарма из-под Киева, Киевской, Черниговской, Сумской области через Беларусь фактически на Россию, нет, такого не происходило. Но более полно судить о том, что она из себя может представлять,
И будет ли это действительно реальной угрозой, может только после того, как первые подразделения начнут накапливаться. Может ли все это быть подготовкой не к наступлению на Украину с севера, а к диверсионной деятельности на территории стран НАТО, возможно, даже провокации против стран Балтии? Для диверсионной деятельности на территории Беларуси есть предостаточно сил и средств, которые можно для этого использовать. Например, это почти 400 человек из состава ЧВК «Вагнер». Их как раз можно использовать как элементы ДРГ для террористической деятельности в ближней приграничной зоне. Это вполне реалистично. Для этого не нужно на территории Беларуси пафосно, с придыханием и демонстрацией перебрасывать подразделения, части, технику и так далее. Это пехотная компонента. ДРГ, если мы говорим о незаметной гибридной диверсионной деятельности, то для этого не нужно перебрасывать технику. Ни танки, ни ББМ, ни артиллерию. Этим занимается пехота, специальные подразделения. И это могут быть как ССОшники белорусские, так это могут быть и те же самые вагнеровцы. Татарстан атакован беспилотниками. Аэропорты Казани и Нижнекамска останавливали и прилет, и вылет рейсов. Нефтеперерабатывающие предприятия Татарстана эвакуируют сотрудников. Что происходит, чьи беспилотники, пока остается загадкой. Но российские медиа пишут, что над Елабужским районом сбит украинский беспилотник. Украинские медиа со ссылкой на местные паблики пишут, что сбит только один БПЛА из нескольких атаковавших область. Но в российских медиа говорят, что аэропорты уже разблокированы и все хорошо. Гагаузия продолжает свой путь на отделение от Молдовы. В парке Гагаузия Ленд прошла акция протеста. Люди вышли с плакатами «Не крадите детство у детей» и «Парк наш». Спикер Народного собрания Дмитрий Константинов назвал фашизмом действия, направленные на блокировку строительства парка для детей Гагаузия Ленд. Пишет об этом портал Гагаузия-24. В целом митинг очень быстро перерос в антимолдавский. Что сейчас делает Майя Санду и ПАС? Они хотят отобрать у наших детей счастливое детство. Вы знаете, меня переполняют эмоции. Я согласна. Вы с нами уже несколько лет, как они у власти, с нами боретесь. Заводите уголовные дела. Меня не судят, как тоже, потому что я являюсь башканом. Мы это все терпим, мы с достоинством это все принимаем и с ними боремся. Но при чем здесь дети? При чем здесь родители, семьи, которые по их вине сейчас не могут обеспечить своим детям счастливое детство? Действительно, при чем тут дети? Скорее всего, дело еще и в том, что Брюссель и Кишинев подписали несколько дней назад соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности. Молдова стала первой страной, заключившей такое соглашение с Европейским Союзом. Черноморский флот перестал существовать, он скорее стал флотилией после потери крейсера «Москва», говорит об этом спикер Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук. Фактически, в составе флота еще остается много единиц. Среди них есть и носители крылатых ракет. Да, «Циклон» был последним ракетоносителем в Крыму среди других. Но говорить, что группировка полностью отсутствует или она мала, нет, пока еще рано. Несколько дней назад силы обороны Украины заявили об уничтожении тральщика «Ковровец» и малого ракетного катера «Циклон». Этот корабль был единственным в Черном море носителем крылатых ракет, который не запускал ракеты после включения в состав ЧФ РФ. Просто потому, что не прошел госиспытание. Но это совсем не мешает россиянам планировать штурм Одессы и говорить об этом в своих эфирах. Об этом мы тоже спросили у военного аналитика группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко. Корабля первого ранга нет. Кораблей общее количество уменьшается, оперативная зона сузилась до бухты Новороссийска, поэтому это флотилия.
Что же до Одессы, то у России опять-таки нет сейчас ресурсов для того, чтобы провести десантную операцию в Одессе и Одесской области. Большие десантные корабли проекта 775 большей своей частью либо повреждены в результате ударов, либо уничтожены. Опять-таки выход в открытое море для российских кораблей в Черном море сейчас сопряжен с рисками встретиться с морскими дронами типа Sea Baby или Магура. Поэтому нет, для Одессы со стороны Черного моря рисков нет. Единственный риск, который есть для Одессы, это с воздушного пространства. Это удары дронами камикадзе «Шахед-136», а также ракетной компонентой российских оккупантов. Преимущественно самая опасная компонента – это баллистические ракеты типа 9М723 от РК «Искандер». Михаил Саакашвили проигрывает дела в Европейском суде по правам человека. В ЕСПЧ не нашли оснований для того, чтобы усомниться в справедливости уголовного производства против бывшего президента Грузии. При конкретных обстоятельствах дела господин Саакашвили мог обоснованно предположить, что использование своего права помилования для искажения процесса правосудия по делу об убийстве приведет к его уголовной ответственности по грузинскому законодательству. Суд заявил, что национальные суды провели полностью состязательный процесс, во время которого адвокат имел возможность допросить всех основных свидетелей и как-то другим образом оспорить доказательства, и что прежде всего судебные решения были должным образом мотивированными. В прошлом году ЕСПЧ отказался признать нарушение прав Саакашвили из-за лишения украинского гражданства и выдворения из страны, а также не захотел рассматривать иск о ненадлежащем обращении с ним в тюрьме. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что у нее дома в Беларуси проходят обыски. В своем заявлении она попросила помощи у Мировой ассоциации по легкой атлетике и других спортивных организаций. Сегодня моих родителей в Беларуси проводит обыск Следственный комитет, пока я лечу на соревнования, и у меня трясутся руки от этой информации. А все потому, что я хочу свободы для своей страны. Хочу приезжать туда на выходных, чтобы навещать родителей. Хочу раз в год приезжать в Беларусь ради ее великолепной природы. Хочу встретиться с друзьями. Хочу побывать там, где я родилась и выросла. Хочу пройтись по Минску, по своим любимым улицам, зайти в любимое кафе и выпить кофе с круассаном. Белорусская легкоатлетка Тимановская выступает за Польшу после того, как на Олимпиаде в Токио она заявила о том, что ее насильно пытались вывести назад в Беларусь, где ей угрожает опасность. Сейчас она решила поучаствовать в выборах в Координационный совет, с чем она и связывает обыски в Беларусь. В Мексике обвалилась сцена во время выступления одного из кандидатов в президенты Хорхе Альвареса Майнеса. Произошел несчастный случай. Сильный ветер повалил сцену на митинге по случаю закрытия кампании здесь, в Сан-Педро. К сожалению, есть пострадавшие. Гражданская оборона уже там. Силы безопасности и машины скорой помощи работают на месте. Губернатор мексиканского штата Нуэво-Леон сообщает о 5 погибших и около 50 пострадавших в результате обрушения сцены. Испанская полиция обнаружила украденную картину Фрэнсиса Бэкона стоимостью почти $5,5 миллионов. В полиции говорят, что им удалось вернуть картину покойного британского художника ирландского происхождения. Стоимость картины около 5 миллионов евро. Одну из 5 картин, украденных из мадридского дома в 2015 году. Картина 1989 года, называется она «Этюд к портрету Хосе Капелло», стала 4-й найденной картиной из этой группы, стоимость которой оценивается в 25 миллионов евро, стоимость всей группы. 3 картины были найдены в 2017 году. В феврале полиция арестовала 2 человек, обвиняемых в получении украденных произведений искусства в Мадриде, и это привело их к картине в одном из домов испанской столицы. С начала расследования были арестованы 16 человек, которые, как предполагается, были организаторами и исполнителями ограбления. В этом говорится в заявлении полиции. Расследование продолжится в отношении испанских граждан, имеющих связи с организованными группами из Восточной Европы, и полиция таки надеется, что это приведет их к 5-й похищенной картине.
Хочу напомнить в очередной раз вам, друзья, и поблагодарить вас за вашу поддержку, ведь мы существуем только благодаря ей, благодаря тому, что вы нажимаете кнопку «Супер спасибо», благодаря вашим донатам и вашему спонсорству. Не останавливайтесь, мы вас просим, на этом и продолжайте дальше поддерживать нас, ведь платформа YouTube не монетизирует практически наши видео, и ваша поддержка — единственный шанс создавать новые и новые видео. Ну и ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, все это тоже очень важно. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.